Всем привет! Вы на канале Вкусно дома, и с вами я, Ольга Молодцова. Сегодня мы с вами будем готовить манты. Впереди Новый год, и у меня уже открыта на канале рубрика новогодних рецептов, но этот рецепт скорее после новогодний. Именно в те дни, когда все отдыхают, наслаждаются праздниками, выходными, так приятно не заморачиваться на кухне с едой, а достать замороженные манты, приготовить их за полчаса на пару, и готов шикарный обед. К тому же многие на каникулах с детьми или внуками очень любят вот так уютно в семейном кругу собраться и лепить пельмени или манты. Ну а лично я люблю манты именно с рубленым мясом, и сегодня именно такой рецепт. Сейчас все увидите, как и что готовится. Но начнем мы с приготовления той самой мясной начинки. Я для мант использую только говядину. Причем, когда ты делаешь мясо рубленым, лучше всего использовать нежную, мягкую филейную часть. Для этого будет идеально внутренняя вырезка. У меня как раз 400 граммов такой вырезки. Но если вы не можете ее найти, в принципе, можно взять и другую часть говядины, например, лопатку. А чтобы начинка была по-настоящему сочной, нужно не скупиться и брать побольше лука. Его должно быть столько же, сколько и мяса, поэтому также нам понадобится 3-4 луковицы. Мясо в мантах должно просто таять во рту, поэтому сейчас мы его очень мелко нарежем, нарубим, я все покажу. Ну, можно, конечно, использовать фарш для таких мант, но традиционно манты готовятся именно с рубленым мясом. Поэтому я думаю, стоит постараться, тем более так вкуснее. Для начала нарежем тонкие пластики. Дальше их разрежем на очень тонкую соломку. И уже из соломки нарежем мелкие кубики. Ну а если уж кубики у вас не получились слишком мелкими, можно еще дополнительно вот так порубить мясо. Лук в манты тоже рубят, причем рубят очень мелко, чтобы он успел проготовиться. Чтобы лук тоже был точно мелким, и вот так же можно порубить ножом. И готовый лук теперь отправляем к фаршу. Фарш нам осталось посолить и добавить приправы. Причем с приправами все очень просто. Нам понадобится немного зиры, буквально пол чайной ложки. И перец. Я зачастую использую смесь перцев. Добавляю черный перец, обязательно душистый, и красную сладкую паприку. В общей сложности у меня получается примерно чайная ложка перца. Соли для такой порции нужно примерно чайная ложка с горкой. А чтобы зира стала ароматнее, ее можно растереть в ладонях. Теперь фарш нужно тщательно перемешать, и он готов. Дальше займемся приготовлением теста. И нам для него понадобятся следующие продукты. 2 яйца, чайная ложка соли, 3 столовых ложки растительного масла, стакан воды и примерно килограмм муки. Конечно же, не вся мука уйдет в тесто, для него нам понадобится граммов 600-700. Точно я скажу в процессе, потому что мука это всегда непредсказуемо, ее нужно то больше, то меньше. А остальное нам нужно будет для того, чтобы раскатывать тесто. А для начала как следует размешаем яйца, чтобы они стали однородными. Добавляем соль, масло и воду. И все тщательно размешаем. Муку лучше добавлять частями и постепенно размешивать, чтобы не было комочков. Дальше, как только тесто загустело, его удобнее замешивать руками на доске или столе. Поверхность присыпем мукой и вымешиваем тесто до однородности. Да, с этим тестом нужно приложить усилия. Замешивать его нужно минут 10, а то и больше. И добавлять муку постепенно, чтобы оно стало плотным и упругим. Тогда можно будет раскатать тесто довольно тонко, и оно не порвется, когда манты будут готовы. Когда вся мука уже в тесто вмешана, на доске ее не осталось, а тесто не липнет к рукам, значит оно готово. Вот такое плотное и гладкое тесто у нас в результате получилось. Кстати, в общей сложности на всю эту порцию у меня ушло 700 граммов муки. У нас все готово, и можно приступать к лепке мантов. Но непосредственно перед этим в фарш я хочу добавить немного воды, буквально четверть стакана. Так мясо будет еще сочнее. Рабочую поверхность присыпаем немного мукой, берем небольшой кусочек теста и раскатываем его до толщины около 2 мм. Тесто при этом постоянно переворачиваем и следим, чтобы под ним всегда была мука. Теперь берем широкий стакан или специальное кольцо и нарезаем кружочки. В центр раскладываем достаточное количество фарша. Манты я делаю всегда вот такой формы. Сначала соединяем середину
Затем по отдельности края. И теперь края соединяем. Манты готовятся на пару, поэтому берем пароварку, мантоварку, мультиварку, в общем все, где можно приготовить на пару. Готовятся они 30 минут, и самое главное, форму, куда мы будем выкладывать манты, нужно смазать растительным маслом, чтобы они не прилипли. Еще очень важно между мантами оставить достаточно места. Они увеличиваются в объеме, и им не нужно друг с другом соприкасаться. Первая порция готова, а в общей сложности их получилось 24 штуки. Поэтому смотрите сами, сколько вам нужно, больше или меньше. Тесто у этих мант получается очень тонкое, но прочное, а мясо внутри получается сочное и нежное. В результате манты не прорываются и весь сок остается внутри. Манты обычно подаются со сметаной. Иногда в эту сметану я добавляю соус из аджики, а по желанию можно их украсить зеленью. В общем, если вам понравился этот рецепт, то обязательно ставьте лайк и не забывайте подписываться на мой канал, а также нажимать на колокольчик, тогда вы точно не пропустите мои новые рецепты. Пишите мне в комментариях, любите ли вы восточную кухню, потому что у меня таких рецептов очень много. Также заходите в мой инстаграм и группу ВКонтакте, все ссылочки будут в описании под этим видео. Ну а у меня на этом все, приятного вам аппетита, пока!